Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам продемонстрировать вот такой жилет, который я связала, значит, совсем недавно. Будем делать видеопроект на размеры 48, 50, 52, 54. И сейчас я хотела бы вкратце вам рассказать, как его вязать. У меня вышло отдельное видео, мастер-класс по вязанию этого узора. Вот на данный момент перед вами связано изделие, значит, на размер 52-54. Ширина спинки переда одинаковая, 59 сантиметров. Вот так выглядит, девочки, наша выкройка. И я хотела бы сразу сказать, что я набирала 118 петель. И вот давайте сразу поговорим с вами про то, как его вязать. Смотрите, значит, у нас с вами набирается 118 петель. И вот таким образом я расположила узоры. Раппорт у нас составляет 28 петель. Вот он состоит из двух вот этих вот мотивов, и между ними 2 изнаночные. Вот, пожалуйста. И затем 3 у нас идут, как видите, 3 повторяющихся таких мотива по 28 петель. Между ними я сделала по 8 изнаночных. Вот, да, хорошо видно. И, ну, соответственно, кромочные. В сумме это составило 118 петель. Отлично видно, как это все выглядит схематично, да? Так, дальше у нас с вами вяжем. Здесь у меня идет небольшая пройма. 8 петель я закрывала, девочки. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда... 8 петель я закрывала. Вот здесь. Хорошо видно. Все эти моменты мы с вами пройдем более детально. Вот. И затем вязала дальше в высоту по спинке. На закрытие проймы произошло на, значит, 42 сантиметрах от нижней планки. И, значит, это составило 92 ряда. 4 раппорта, 4 ряда. Это если в узоре смотреть. Так, дальше. Дальше, значит, мы сформировали, и по спинке мы сделали вырез глубиной 2 сантиметра. Закрыла я, всего пришлось 44 петли, закрыла я, значит, 34 петли средних. Затем в каждом втором ряду закрывала 3 петли один раз, и в следующем втором ряду, ну, в лицевом ряду 2 петли. На плечо у меня осталось 29 петель. Если мы будем рассматривать с вами 48-50 размер, то здесь необходимо будет на 10 петель меньше набрать, то есть 108 петель набираем. Таким же образом вяжем. 8 петель также закрываем для проймы. И на той же самой высоте, повторюсь, 42 сантиметра, 92 ряда, это 4 раппорта, 4 ряда. Мы будем закрывать также вырез горловины, и это составит 40 петель. Описание детальное будет выложено под видео, девочки. Дальше, значит, что нас еще будет интересовать? Перед спинкой вяжется одинаково совершенно. Различие, конечно же, в вырезе горловины. По переду это V-образный вырез идет. Вот, и для его формирования мы будем делать закрытие. Смотрите, значит, 25 сантиметров я сделала его в высоту. Это 54 ряда составила.
И затем закрывала в каждом втором и третьем ряду по 20, всего 22 петли. Вот. И, значит, на высоте, получается, вырез горловины мы формировали на высоте 64 сантиметра. Это 140 рядов. Если в узоре смотреть, это 6 раппортов плюс 6 рядов, да. Всего у нас длина изделия, если рассматривать мою длину, 71 сантиметр, то получилась вот такая вот общая длина 144 ряда. 144 ряда – это вся длина данного жилета. Для первого размера 48-50 на плечи придется 26 петель, на вырез горловины 40 петель. Расположение узоров будет немножко другое, девочки. Вот я тут, значит, вот так наметила. Вы, конечно, можете изменить. Смотрите, кромочная, затем 6 изнаночных, затем 28 петель узор, 5 изнаночных, опять 28 петель узор, 5 изнаночных, 28 и заканчиваем 6 петель изнаночных, ну, соответственно, кромочные. Вот такой вот при ширине, значит, которую мы делаем 54 сантиметра, получилось 108 петель. Вот такой вот краткий обзор вам данной модели, как вязать. Более детально вы почитаете в описании под видео, в виде текста будет выложено. Я думаю, что модель интересно смотрится и в маленьком, на худенькой девушке, да. Ну, на мне вы тоже видели, я вам показала. Если вам понравилась данная модель, то давайте с вами сейчас более детально будем вязать все элементы этого жилета. Итак, приступаем. Значит, показываю вам пряжу, схему, выкройку. Смотрите, пряжу я использовала для своего проекта Yarn Art Merino Deluxe 50. Вот турецкая пряжа. В 100 грамм 280 метров. Полушерстяной состав. У нее 49% шерсть, остальное акрил. Вот такая шикарная пряжа. Схема узора, девочки, нашего мотива на 13 петлях выглядит вот таким образом. У меня уже есть на канале видео по мастер-класс по вязанию этого узора. И ссылочка будет под видео выложена на данный мастер-класс. Но я еще раз вам выкладываю эту схему. Возможно, вам мастер-класс не нужен, вы умеете пользоваться, вязать по схемам, да? Вот. И, в общем-то, теперь сейчас я вам покажу выкройку. Затем мы с вами посмотрим описание вязания, которое я составила на 2 размера. И выложу я это все описание под видео опять-таки. И, в общем-то, затем мы измерим с вами плотность образца связанного. И затем будем вязать. Вот таким образом выглядит выкройка, которая сегодня нам позволит связать данный жилет. Здесь все основные размеры я нанесла. Более детально мы сейчас в расчетной части с вами посмотрим. Ну, в описании вы почитаете. Так, далее давайте смотрим это описание. Оно будет выложено под видео. Мы будем составлять сегодня с вами описание на размер 48, 50, 52, 54 и европейские размеры 42, 44, 46, 48. Длина изделия 71 сантиметр, ширина на первый размер 54, на второй 59 сантиметров. Ну и это описание вы сможете прочитать под видео. Все, сейчас делаем с вами расчет плотности связанного образца. Итак, наш с вами образец высох, и мы измеряем плотность следующим образом. Вначале ширину образца прикладываем обычную линейку и измеряем ширину. У меня 15 сантиметров. В узоре участвует 30 петель. 30 мы делим на 15 сантиметров, получаем 2. То есть у нас получается плотность по горизонтали в 1 сантиметре
2 петли. Вот таким образом посчитали плотность по горизонтали. Теперь считаем по вертикали. У меня связано 2 раппорта в высоту, плюс я вязала 2 вспомогательных ряда, и еще один ряд я связала у нового раппорта. Сейчас мы измеряем высоту образца. 21,5 сантиметр получился у меня. Сейчас необходимо сделать расчет, посчитать, сколько рядов у меня в образце. В моем образце 47 рядов, и я буду делить на 21,5 сантиметр. Получается плотность по вертикали, округляем, 2,2. Запишем. В 1 сантиметре 22,2 ряда. Вот такая цифра. Итак, мои дорогие, вот так выглядит сейчас мое связанное полотно по спинке. Смотрите, я начала с резиночки и уже связала для проймы, закрыла 8 петель. Справа, слева по 8 петель у меня закрыто. Так, и это не отглаженное, не отпаренное полотно, как оно есть в чистом виде. И вот такая она рельефная получается, не обработанное еще полотно. Очень красиво, рельефно смотрится узор, да? На вырез горловины пришлось 44 петли. Я сделала расчет. То есть у меня 22 сантиметра ширина выреза и умножить на плотность 2 получается 44 петли. 34 петли я буду закрывать средние. А по 5 петель у нас придется на закругление с двух сторон симметрично. Итак, девочки, значит, сейчас наша задача на высоте 6 раппортов и 6 рядов. Общая высота от планки. Мы вяжем 29 петель плеча, пропускаем 5 петель на скругление, 34 петли средние мы будем сейчас закрывать. И затем обе половинки будем вязать раздельно. Итак, приступаем. Вяжем 29 петель. Отсчитываем по узору, конечно же, вяжем. Отсчитываем первый кромочный 1, 2, 2 вместе лицевой, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2 вместе, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Далее 5 петель вяжем изнаночные. Это для скругления. 1, 2, 3, 4, 5. Они тоже войдут в вырез горловины. Это у нас чистое плечо, да, вы поняли, 29 петель. Это для скругления выреза. И вот сейчас у нас начинается 34 петли. Будем закрывать. Закрываем. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 32, 33, 34. Закрыли 34 петли средние. Так, теперь здесь вяжем все по узору.
вяжем этот ряд до конца по узору, до конца. Затем изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли, и встречаемся с вами в следующем лицевом ряду. Будут убавочки еще. Итак, как я сказала, следующий ряд у нас с вами лицевой, и мы сделаем сейчас с вами 3 петли, закроем. У меня здесь образовался узелок, я начинаю ниточку с чистого листа. 3 петли еще закрываем. 1, 2, 3. Осталось 2 петли, которые мы закроем в следующем лицевом ряду. Закрыли 3 петли и далее вяжем опять наш узор. По смыслу, как он у нас, по схеме вяжем, да? Но я уже без схемы вяжу. Так, и изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. Давайте самостоятельно. В следующем лицевом ряду закрываем, встречаем. Так, и как я уже сказала, следующий лицевой ряд у нас закрывается еще 2 петли. 1, 2. Все. С вырезом горловины мы все тут оформили с этой частью, с этой половинкой, да, и вторая часть будет вязаться также зеркально. Сейчас мы довязываем наш узор, с вами, и затем закрываем петли плеча. Смотрите, вяжем узор до конца, изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. В следующем лицевом ряду идет закрытие 29 петель плеча. И остались у нас с вами 29 петель плеча в следующем лицевом ряду. Сейчас мы их с вами закроем снова. Закрываем петельки наши. 1, 2, 3, 4, 5. В общем, девочки, самостоятельно закрываем. Вторую половинку выреза по спинке оформляем совершенно так же, как и первую. То есть сейчас мы начинаем с изнаночной стороны, да, вяжем изнаночный ряд, переворачиваем на лицевую сторону, вяжем по узору. Закрытие будет у нас осуществляться, первое закрытие 3 петель в следующем изнаночном, получается, ряду. То есть там мы закрывали в лицевом, здесь будет изнаночный ряд. Закрытие будет, значит, в следующем изнаночном ряду. Затем опять вяжете лицевой ряд, возвращаетесь снова в изнаночный ряд и делаете закрытие оставшихся 2 петель. На общей высоте закрываются петли плеч, да, на одинаковой высоте, с которой мы сейчас связали. Итак, девочки, я думаю, что эту работу вы можете выполнить вполне самостоятельно. Я закончила делать вырез горловины, девочки. Вот как мы и планировали. Закрыто 44 петли выреза и по 29 петель плеча справа и слева. Вот так выглядит наш вырез. Сейчас мы будем начинать перед, и там будет у нас все так же начинаться, как мы и вязали с самого начала. То есть такая же планочка. Затем такое же распределение узоров идет, девочки. И затем уже вяжем и приступаем к вывязыванию выреза горловины. Различие у спинки и переда лишь в вырезе горловины. Итак, мои хорошие, я связала уже и переднюю часть, то есть перед жилетом. Также начала вязать, как и спинку с резиночки 1 на 1. Узоры также распределила, как по спинке. Перед у меня отличался от спинки тем, что у меня формируется V-образный вырез, вы видите, да? И начала я его формировать на высоте 40 сантиметров от нижней планки.
И у меня, значит, должно было убавиться 22 петли. То есть на вырез горловины, помните, у нас было рассчитано 44 петли, да? Я начала делать убавки. Убавки я чередовала в каждом втором и третьем ряду. У меня практически идеально 22 петли закрылись до закрытия петель плеч. И на высоте, получается, 144 ряда я, так же как по спинке, закрыла по 29 петель плеч. Вот. Точно так же, как и по спинке, на высоте 42 сантиметра от нижней планки я закрыла по 8 петель проймы. Видите, да? С двух сторон. Смотрите, при вязании V-образного выреза, мы, конечно, вы знаете об этом прекрасно, мы вяжем каждую половинку отдельно. Да? То есть я вначале связала левую часть, потом связала правую часть. Все у меня совпало. Так, и что в итоге получилось? Я уже изделие свое отпарила, девочки, отпарила. И хотела бы вам показать, что же у меня получилось в итоге по моим расчетам. Итак, по моим расчетам, длина жилета должна составить 71 сантиметр, а ширина должна составить 59 сантиметров. И давайте померяем. Итак, девочки, по моим расчетам, длина изделия должна составить 71 сантиметр. Я прикладываю наш сантиметр. И вот у меня получается 71, да? Здесь выравниваем. Ну, практически 71, там 70,5, но тут еще нет швов и так далее, да. Так, теперь давайте ширину посмотрим. Так, с шириной у меня как тут получилось. Значит, я приложила сантиметр к краю одному, и по второму краю у меня, да, 59 сантиметров получается. Ну, хорошо все, уложились, правильно расчеты сделали, плотности, все как задумали, так и получилось, да? То есть вязать совсем не сложно. Сейчас мы с вами приступим к сборке изделия. Описание будет под видео выложено, то есть вся последовательность моих действий будет выложена. К тому же описание у нас будет и на другой размер. Оно будет не сильно отличаться по длине, по ширине только будет отличаться, а в высоту я такую же длину сделала 71 сантиметр. Итак, давайте приступим к сборке. Итак, сборка у нас начинается с того, девочки, что я буду сейчас плечи сшивать. Ну, можно использовать нитку с иголкой, можно использовать крючок. Ну, давайте буду нитку с иголкой использовать, мы будем реально сшивать. Смотрите, шов, которым меня научили давно-давно в детстве, где я занималась почти 5 лет в Дворце пионеров. Тогда там был кружок по вязанию. И я очень углубленно этот момент. Нам говорили, что плечи, чтобы они не вытягивались, да, чтобы они держали свою форму всегда, необходимо сшивать особым швом. И показали мне вот такой двойной шов. Значит, я никогда узелки не делаю в вязаных изделиях. Вот оставляем такой хвостик, потом мы его заделаем, да. Вот таким образом делаем стежок. Все, ниточка закреплена. Так, и далее вяжем. Вяжем, господи. И далее шьем. Смотрите, делаем вот такой стежок. Стежок называется назад иголка. Вот эту ниточку можно ее вот, знаете, этот кончик вот так еще закрепить, и вообще тогда идеальное будет соединение. Нажатую иголку, это значит стежок мы делать будем всегда на шаг назад. Вот так. И вот так опять выводим шов. Снова стежок, назад иголка.
иголочка у нас каждый раз начинается сзади, да, стежка. Мы возвращаемся каждый раз опять назад, сюда и вот так. Снова назад и вот так. Вот что у нас с изнаночной стороны получается, да. Вот эти петельки, которые у нас с вами идут, которые мы закрывали, вот эти петельки, старайтесь, чтобы они вот так у нас были не затронуты, чтобы здесь с лицевой стороны, видите, какой получается красивый ровный шов. Ничего нигде не торчит, все очень аккуратно соединяется. Вот. И таким образом продолжаем. Опять назад иголочка, да, сшиваем. Назад иголочка. Конечно же, наши с вами вот эти вот линии, да, узоры должны совпадать. Пожалуйста, обратите на это внимание. То есть тут тоже свои есть нюансы. Линии должны совпадать, узор должен совпадать. Соединяем узоры, да, следим за этим очень тщательно. Итак, шов у нас получился. С этой стороны, с изнанки, так и здесь, где на лицо. И переворачиваем. Вот так у нас получается с вами шов. Хороший шов, мы его еще отутюжим, будет хорошо вообще все ровно. Так, итак, мой жилет планируется с боковыми разрезами снизу использоваться на высоту 20 сантиметров. Я беру простую линеечку, да, и отмеряю 20 сантиметров. И вот здесь фиксирую. Ставлю отметочку, можно контрастной ниточкой, я вот булавочкой. Все. Берем крючок, берем нашу ниточку, вот таким образом, на палец накидываем, соединяем наши две детали и в самые вот эти крайние углы мы вводим крючок и вытягиваем вот такую петлю. Видите, да? Теперь вот эти две ниточки соединяю я и вытягиваю одну большую петлю двойной ниточкой, да? Далее, смотрите, выискиваю здесь кромочную, вот эту вот, которая у нас была кромочная, на одной детали. На второй детали такую же кромочную нахожу. Вот соединила их опять крючком. Видите, у меня теперь 3 петли здесь, да? И одной петлей все это дело вытягиваю. Раз. И тут же вот в первую 2. Вот такая должна получиться петля. Двойная. Ну, теперь двойная нам уже можно опустить этот момент. Мы зафиксировали, все здесь хорошо и плотно теперь соединено. И опять выискиваем кромочную на одной детали. Выискиваем кромочную на другой детали. Видите, нашли, да? И уже одинарной ниточкой вытянули раз. И через первую петлю 2. И так соединяем до конца. Идем наши отметки. Раз. 2. Кромочные соединили. Раз. Вытянули ниточку. 2. Снова ищем. Раз кромочная. 2 кромочная. Соединили. Вытащили одну петлю. Вторую петлю. Видите, здесь на этой стороне получается косичка. На этой такая ровненькая там идет, как будто машины строчка. И так продолжаем. Кромочная 1, кромочная 2, вытянули, протянули. 1, кромочная 2, соединили, да? Понимаете? 1 кромочная, на другой детали 2 кромочная. И 1, 2. И вот таким образом мы делаем строчку. Не затягиваем ее. Все должно быть довольно свободно. Все это делается.
Ни в коем случае не перетягиваем шов. Не его. Оно должно быть вот по полотну ложиться. Не слишком свободно, не слишком затянуто. Средний придерживайтесь такой тактики. Продолжаем, девочки. Вот что у нас получается на этой стороне, как я говорила, имитация шва такого, видите, да? И здесь идет такая красивая ровная строчка. Итак, девочки, я дошла до нашей отметки в 20 сантиметров. Так, и все, на этом все мы оставляем. Этот нам уже ориентир не требуется. Снимаем эту булавочку. Итак, вот на этой же отметке у нас должна соединиться и наша вторая часть. Второй бок. И давайте посмотрим, что у нас с этой стороны, с лицевой, получается со швом. Так, ну очень хорошо получается. Ровно, да? Ничего не стянуто, все аккуратно, ничего нигде не высовывается. Просто практически идеальный вариант шва. Хорошо смотрится. Еще вот все это дело отпарить, и будет вообще прекрасно. Так, значит, нам необходимо ниточку обрезать и зафиксировать. Знаете, ну да, у нас же один с вами моток. Если бы было два мотка, можно было бы не обрезать. Здесь пойдет обвязка крючком. И давайте эту обвязку сразу и сделаем. Итак, чтобы не обрезать нашу нить и лишние сопли, чтобы не торчали, эту петлю с изнаночной стороны, видите, я перешла на лицевую сторону. И будем сейчас с вами столбиками без накида обвязывать нашу полосу. Да? Для этого я вот сюда буду вытягивать столбиком без накида. Можно даже, знаете, такими полустолбиками без накида. Но мы будем столбиками без накида делать. Я буду делать в каждую по 2, скажем так. Объясняю. Значит, смотрите, укрупненно показываю. Ввожу крючок вот сюда. То есть не в ту петлю, вот эту большую широкую, а вот в между петелье, да, вот сюда междурядье, и делаю столбик без накида. А затем ввожу в эту, которая основная петля большая, да, и далее также в междурядье в основную петлю, в междурядье в основную петлю. Смотрим, что получается. У нас не должно быть слишком расхлябано. Вот, знаете, надо все как-то с умом и в меру, да. Сейчас я сделаю в основную петлю. То есть не всегда я буду в междурядье, да. Вот сейчас вот в междурядье. То есть вот так будем. По наитию. Чтобы не стянуто было. Вот сейчас опять в основную петлю. В междурядье. Я вам сейчас скажу, сколько у меня получится. И вообще, как у меня получится, мне самой интересно. Чтобы еще не затянуто было. Все это, знаете, опытным путем обычно познается. Сейчас один раз сделаем, а потом уже будем делать и все остальные. Так, надо посмотреть, не затянуто ли. Вроде бы нормально, да? Вроде бы нормально. Так, продолжаем. Междурядье в основную петлю. В междурядье в основную петлю.
в основную петлю, междурядье, в основную петлю, в основную петлю. Дошли до конца. И смотрим. По-моему, вот здесь как-то нехорошо. Как вам кажется? То есть, если что-то не нравится, девочки, лучше распустить и переделать. Но мне кажется, что это все отутюжится и будет нормально, да? Так, а теперь нам надо, чтобы и на этой стороне обвязка соответствовала также. То есть, такое же количество должно быть петель. Вот. Поэтому мы сейчас посчитаем эти петли и повторим по другому краю. Так, девочки, у меня 30 петель я посчитала. Отрезаем нашу ниточку, надо ее будет потом аккуратно заделать. И переступаем ко второму краю. Нам надо сделать, чтобы они были совершенно одинаковые. Вот так это смотрится аккуратненько, наш край. С изнаночной стороны обвязка смотрится тоже очень аккуратно. И давайте вторую сторону разреза также 30 петель. Итак, девочки, я закончила 30 также столбиков без накида, провязала и по другой стороне. Это все надо, конечно, отутюжить, чтобы это аккуратно смотрелось. Все, закрываем. Отрезаем ниточку и закрываем ниточку через петлю, все заделываем и, в общем-то, то же самое проделываем и с другим краем, с другой стороной, да, сшиваем и так обвязываем. Очень важный момент — это обвязка выреза горловины. Ее надо сделать красиво, эстетично, аккуратно. Здесь у нас острый угол присутствует. Его надо красиво тоже оформить. В общем, девочки, первое, что мы делаем, мы берем круговые спицы. Итак, у меня 3,5 спицы. И начинаем поднимать петли. Общее количество петель я вам озвучу чуть позже, потому что я никаких расчетов, естественно, не делаю. Я делаю это по наитию, девочки. Поэтому я вам просто показываю технически, как это делаю я. Я знаю, что существуют другие способы, но мне вот нравится именно то, что я. Я беру вот это плечо, да, левое, получается, по изделию. И вот сюда в шов с помощью крючка первую петлю вытягиваю всегда. Вытянула и на спице одела. Это у меня первая петля. Так. Ну и далее уже я делаю это все с помощью спицы. Просто в полотно вытягиваю петлю. Раз. С какой периодичностью? Опять-таки это все с опытом приходит. Ну, как-то вот беру и вытягиваю, да, по наитию, скажем так. Так, получается 5. Дырки в большие не делаю таких вот, чтобы не было таких грубых, да. Стараюсь как-то это обойти момент, в междурядье попасть. 6, 7, 8, вот 9, дырку пришлось, 10, опять в дырку, 11, 12, 13, 14 в дырку, 15. Я думаю, что это потом все сгладится. Итак, вот таким образом продолжаем поднимать петли вот так по кругу и встречаемся с вами в следующем ряду. Так, девочки, для того, чтобы сформировать вот такой вырез горловины, нам необходимо с вами будет набрать 127 петель. Я набирала. Первый ряд мы будем вязать с вами изнаночной, затем перейдем на резиночку 1 на 1. Имейте в виду, что вот здесь в центре необходимо, чтобы при наборе петля в центре была помещена.
вот именно посередине переда. Вот, потому что здесь у нас будут с вами, для того, чтобы вот такой вот красивый, сформировать ровный, красивый строчку, нам необходимо будет с вами вязать 3 вместе одной лицевой петлей в каждом ряду. Формируется вот такой угол. Девочки, я подняла, значит, по 44 петли, да, с двух сторон вот у меня все это вот так оформилось. То есть перед я полностью сформировала. Петли у меня все, пожалуйста, сформированы. И сейчас наша задача перейти на спинку. Там то же самое мы будем сейчас делать. Таким же образом будем поднимать петельки. Не перетягиваем, не делаем слишком свободно. Тоже начинаем считать петли. Сразу 1, 2, 3, 4, 5, 6. По спинке у меня поднялось 38 петель. Вот. И теперь, девочки, когда мы сейчас все это дело замыкаем в круг, и будем по кругу с вами вязать, будем вязать с вами планочку резиночкой 1 на 1, так же как у нас была нижняя планка, оформляем. Можно, конечно, 2 на 2, ну зачем нам, давайте в тему, да, как уже и делали. Вот смотрите, у нас такой есть интересный момент, мы можем с вами связать первый ряд изнаночных петель. Вот. И будет это красивое такое обрамление, необычное. Но можно сразу резинку вязать 1 на 1. Вы как считаете? Давайте поэкспериментируем с этим первым изнаночным рядом. Да? То есть мы будем сейчас все петельки вязать изнаночные. Все. Вяжем все петельки первого ряда изнаночными. Доходим до острого угла по переду, и там вяжем 3 вместе одной изнаночной. Довязали первый ряд до конца изнаночными петлями и начинаем вязать резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее, девочки. Продолжаем вот таким образом вязать. Доходим до центра, и там тоже 3 петли вместе вяжем. Итак, девочки, хотела бы важный момент отметить. При вязании V-образного выреза и формировании вот такого острого угла по переду необходимо, когда вы вяжете резинку 1 на 1, делать центральную петлю и зеркалить вот здесь от центральной петли петли. То есть, если у вас здесь приходится лицевая, то после центральной петли тоже должна следовать лицевая. И затем уже идти изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Понимаете, да? Какой момент. Теперь как мы это делаем, как формируем вот такую вот красивую центральную петлю. Я показываю это тоже. Значит, доходим мы, вяжем изнаночная, лицевая, лицевая, так, изнаночная. И вот мы дошли, значит, самая первая петля, и после центральной петли объединяем 3 вместе одной лицевой. Для этого первую и вторую петельку мы меняем местами, то есть центральная у нас все время будет первой. Разворачиваем ее вот так правильно и провязываем 3 вместе одной лицевой. Вот и все. И далее вяжем опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Вот такая интересная особенность. Вот что получается. Итак, продолжаем вязать на ту высоту планки. Я планирую 3 сантиметра сделать эту высоту. И затем мы будем закрывать свободно петли.
Итак, планочка у нас с вами по одной пройме уже связана, готова. Вот так она у меня выглядит. Так, и точно такую же планочку мы будем сейчас с вами вместе делать. Я покажу. Значит, сейчас мы будем поднимать с вами по краю проймы 90 петель. И первый ряд начнем вязать изнаночные петли. Вот как здесь, видите, изнаночные вязали. Потом перейдем на резиночку 1 на 1. Вяжем резиночку 8 рядов. И затем закрывать будем петельки. То есть я закрывала вот с изнаночной стороны, видите, да? Здесь у меня идет вот эта цепочка лицевых закрытия. А здесь на лицо смотрится вот такая красивая, интересная, рельефная полоса. Итак, начинаем. 90 петель, да, первые, как я вам уже показывала, по вырезу горловины мы вот, давайте, крайнюю зацепим. Я и шов тут затрагиваю, берем ниточку, да, и вытягиваем первую петельку крючком. Вытянули, да. Все, мне достаточно этого. Возможно, вы вытянете первых несколько петель крючком. И далее мы уже будем вытягивать. Я вот люблю, знаете, в первый вот раз вытянуть сразу 2 ниточки, то есть и тот конец, и этот. Вот как бы, знаете, предохранение такое. Значит, вытягиваем 1, 2. То есть у нас по переду должно быть, по сути, 45 петель набрано, и по спинке тоже 45, да? Это понятно. И вот таким образом давайте с вами вытянем. Так, это у меня уже 4, 5, 6, 7. Да, здесь очень такое, можно даже крючком было воспользоваться. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот большие дырки обходим. Давайте лучше вот сюда. 9. Здесь не очень большая. 10. Опять в междурядье 11. Но здесь пусть будет 12. 13. В междурядье идем. 14. 15. Междурядье 16. 17. Междурядье 18. 19. Междурядье 20. 21. Итак, девочки, продолжаем. 22, 23. Вот такие большие дырки обходим стороной. Стараемся где-нибудь зацепиться там вот. Вот здесь вот так. Я, видите, сзади зацепилась. Вот таким образом, девочки, аккуратненько, не спеша вытягиваем петельки. Большие дырки не делаем. В междурядье я делаю не всегда. То есть у меня бывает так, что я подряд делаю вот в эти вот крайние кромочные. Так что должно получиться 45 петель вот до линии, где мы сшивали плечо. Подняли с вами 90 петель, девочки, и начинаем вязать первый ряд. Все петли изнаночные, как я уже и сказала, да? То есть формируем первый ряд. Аккуратно вяжем все петельки изнаночные. Продолжаем. Итак, девочки, смотрите, первый ряд мы связали, все петли изнаночные, да? И сейчас мы будем вязать с вами резиночку 1 на 1. 8 рядов будем вязать самостоятельно. Я вам показываю, да? Ну, то есть начинаем там лицевая, изнаночная, снова лицевая,
изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом вяжем с вами высоту 8 рядов. Давайте встретимся с вами, когда уже будут все связаны эти ряды, и мы будем закрывать петли. Итак, девочки, мы связали 8 рядов резиночкой 1 на 1. Вот так это выглядит. И дальше нам надо с вами закрыть петли, да? И мы будем их закрывать с изнаночной стороны. То есть вот эти вот мои ниточки тут все переворачиваем на изнаночную сторону полотно. Спицы тоже меняем. И начинаем закрывать петельки. Чтобы вот так вот резкого такого перепада не было, я бы, девочки, посоветовала вот эту первую петлю тоже вот начать с нее, да, то есть мы давайте ее на эту спицу переместим и начнем с нее закрытие. Ну, потом мы все равно это все аккуратно соединим с помощью иголочки. Итак, закрываем с вами первую петлю и продолжаем не очень туго и не очень свободно. Это все должно выглядеть. То есть надо какой-то вот такой оптимальный способ найти, чтобы это не было слишком затянуто и не было слишком таким рыхлым, да. И вот с лицевой стороны у нас будет вот формироваться вот такая вот красивая изнаночная строчка. В общем-то, имейте в виду, что вот я вам показала весь этот процесс. Конечно, я до конца с вами не буду закрывать. Давайте с вами самостоятельно все это закроем, да, а потом, девочки, я покажу, как вот этот вот момент красиво, ну, постараться незаметно сделать. Девочки, обрезаем ниточку, крючком вытягиваем, вставляем в иголочку эту ниточку. Сейчас аккуратно нам надо вот здесь состыковать наш окончательно. Здесь все сделать аккуратно. Так, а теперь, значит, вводим нашу ниточку, иголочку. Уже на лицевой стороне нам надо вот так вот красиво соединить наши две части, да? И вот так я ввожу. Раз иголочкой по лицу соединила, да? И там состыковываем тоже. И два продели. Все, соединили красиво. И здесь доделываем, да, как говорится, аккуратно. Вот таким образом фиксируем. Незаметно все у нас. Прячем ниточку. На этом мой мастер-класс подходит к концу. Вот так у нас получилось оформление выреза горловины. И по нашим проймам тоже вот такие красивые планочки получаются. Все, девочки, сейчас я это все дело еще отпарю. И, в общем-то, изделие готово.